Какая мысль о вас не дает ей покоя? Давайте-ка заглянем в потайные души вашей женщины, загадайте женщину. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Но опять-таки нам показано, ребят, кто меня смотрит, да, кто у меня постоянные мои поклонники, зрители. Опять же, вот я сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, которые поставили крест на своей личной жизни, на мужской силе, да. Возможно, вы даже как-то вот поставили крест из-за того, что вот вы сомневаетесь в вашей мужской силе, да, что она может вас подвести в любое время. Но карты нам говорят абсолютно о противоположном, да. То есть, если у кого-то сейчас, ну, это достаточно деликатная тема, поэтому я делаю такой акцент, да, чтобы немножко вы воспряли духом и поверили в себя. Ваша мужская сила, скажем так, она немножко дремлет. То есть, Бобик не сдох, он просто спит. Вы понимаете, о чем я говорю? Как только появится в вашей жизни женщина, которая взбудоражит ваше сердце, ваши мысли, вашу кровушку, буйную головушку, ваш Бобик проснется и начнет такие чудеса творить. Потому что у вас на самом деле очень много мужской нерастраченной энергии. Запомните, пожалуйста, это. У кого есть такая проблема. Все остальные, у кого все хорошо с вашими бобиками, да, у вас действительно, ну, я бы сказала, что, ну, не на первом, на втором месте точно стоит интимная жизнь, ну, на втором плане точно. Потому что для вас это очень важный момент даже в отношениях. Вы так всегда считали и считаете, да? Вы не можете просто долго гулять за ручку с женщиной, потому что вы сами по себе очень страстная натура. Ну, вы не можете, да, вас просто распирает ваш тестостерон, ваша энергетика, вы готовы порвать женщину как тузик-грелку, вот в хорошем смысле слова просто, да, только чтобы слиться воедино, скажем так, да, но вы не можете совладать. Порой у кого-то из вас, ну, действительно очень большая потребность, нам говорится, да, вот в этом плане. Нужно много регулярно, но в то же время показано, что у кого-то точно проиграется, что сейчас вот, либо же какой-то длительный уже период, при вашей страстности у вас как будто вот застопорилась личная жизнь, и в то же время вы как будто ищете какие-то выходы отсюда, да? Кто-то сам с собой, грубо говоря, ищет эти выходы, да? Кто-то, может быть, какую-то там подружку, да? Ну, такой дружеский кекс я это называю. У некоторых такое бывает, к сожалению, и смех, и грех. Но, тем не менее, вот вы ищете, как из этого выпутаться. Потому что уже, ну, просто, знаете, вот хочется сказать, что пар идет из ушей. Вы можете вкладывать свою нерастраченную сексуальную энергетику, кто-то в работу, да, кто-то в хобби, еще куда-то. Но вот нам очень четко говорят то, что вас распирает. Вот очень много нерастраченной энергетики, очень много вот именно энергии воздержания какого-то, да. Далее, какая-то ситуация сейчас у вас, возможно, зависла, подвисла. Но это касается личной жизни. Кто-то, возможно, присматривается к новой женщине, да, поскольку это общий расклад. Можете быть на расстоянии даже с этой женщиной, кто-то может быть даже в переписке. То есть у вас искра пробежала, да, вы можете симпатизировать, вы, может быть, общались сейчас, вот на какой-то период перестали общаться, у всех по разным причинам это проиграется, да. Но эта женщина очень сильно как-то вот, ну, могла торкнуть ваше сердечко, да. Опять же, переворачивайте под себя, да, чтобы вы не говорили, что вот только что ты говорил одно, сейчас другое. Я описываю разные ситуации, да, вот подходит, вам не подходит. То есть, возможно, есть такая женщина, но с ней не обязательно, с ней могло еще не быть интима. Понимаете, о чем я говорю? То есть, она в мысли к вам вошла. Она, может быть, даже начинает уже пробираться в душу. Вы понимаете, что начинается какая-то симпатия, может быть, даже больше, чем симпатия. Кто-то из вас может планировать поездку к этой женщине, да, либо же она к вам приедет. Ну, то есть у кого-то здесь может быть коммуникация, у кого-то здесь взята пауза. Но женщина... Давайте, кстати, напишите, ребят, вот,
Есть у вас такая женщина, которая, ну, понравилась. Возможно, еще ничего не было. Вы присматриваетесь. Может быть, как друзья пока общаетесь. Может быть, это уже первые шаги романтика какие-то, да? Вот напишите, что сейчас происходит в вашей жизни. У кого-то, вот как я только что озвучивала, возможно, личная жизнь стоит на паузе, да, вот по повешенному. С чем это связано? Почему она стоит на паузе? Во-первых, вы человек, который еще не отпустили прошлое. Это для тех, у кого стоит на паузе личная жизнь. Вы очень осознанно тогда понимаете, что вы не сможете пока создать новые отношения, потому что прошлое вас тянет. Это такая ностальгия. Вы можете думать о прежней женщине, скучать. Может быть, даже кто-то хочет помириться. Да? Вы, может быть, даже сами себе боитесь признаться, что да, я хочу помириться. Но пытаетесь тут же искать какие-то отговорки, потому что вот был обман. И здесь такое, знаете, как качели, вот просто внутри какие-то вот качели, перекос разных эмоций, ощущений, потому что с одной стороны я обиделся, с другой стороны меня обманули, а с третьей стороны меня тянет, и я ничего не могу с этим делать, я не могу никак совладать. Поэтому вот в этом случае это такая осознанная пауза, ну взвешенно, да, вот вы взвешенно это все делаете, потому что вы вот императором вышли, вы достаточно сильный человек, вы можете взять все свои эмоции, да, под замок закрыть. Вы можете совладать со своими чувствами. Но вот в этой ситуации, в которой вы сейчас оказались, даже сильному императору очень тяжело совладать, потому что хаос в душе, смятение чувств, какие-то эмоциональные качели, то хочу, то не хочу, то тянет, то я помню, что она натворила, да? Напишите, у кого это проигрывается. Поэтому сейчас может быть и на паузе из-за этого ваша личная жизнь, то есть вы можете не переписываться ни с кем, вы можете не знакомиться, ну хотя бы, да, по работе, там, как угодно, в социуме. Вы можете, в принципе, как любой живой человек, общаться с женщинами, но без каких-то планов на будущее. Далее, вы очень такой, знаете, старательный работник. Вот если вы что-то делаете, это очень делается все старательно, скрупулезно, но не всегда, к сожалению, ценится то, что вы делаете. И как нам показано, здесь дело, скорее всего, не в работе, да, хотя у кого-то может проиграться, что возможно, даже вот по работе вы стараетесь, вы из кожи вон лезете, да, вы, может быть, даже сверх меры, сверх нормы впахиваете. А начальство бывает не всегда довольно, правда? Бывают такие моменты. И вам бывает достаточно обидно, что, ну, елки, ну я же впахиваю, да, я же стараюсь, я же качественно все делаю, ты же знаешь. Но все равно начальник либо начальница вот постоянно какие-то вот претензии, какие-то упреки. Но здесь скорее дело в натуре вот вашего начальства. Вот это может быть либо такой человечек с гнильцой, либо же когда у человека, у вашего начальства, да, какие-то личные проблемы, внутреннее состояние, он начинает просто придираться к другим людям. Вот и все. Это дело не в вас, не в том, что вы некачественно делаете работу. Вы такой человек, вы всегда найдете, как с кем коммуницировать. Вы можете договориться, вы можете провернуть разные дела и по работе, и по жизни, это всего касается. Вы можете провернуть все так, как другие, ну вообще у них будет ступор просто, да, вот бывали житейские ситуации, когда вы могли договориться с человеком, к которому другие, может быть, не могли подступиться, да, может быть, человек какой-то грозный, влиятельный был, там еще какой-то. Ну, то есть вы очень классно умеете коммуницировать, но, к сожалению, не ценится то, что вы делаете. То, что женщины не ценили, да, обесценивали даже вашу заботу, это самое такое, наверное, болезненное было. Итак, какая же мысль о вас не дает покоя? Давайте сначала посмотрим, что за женщина к нам сегодня пришла. Ну, женщина огонь. Но, скорее всего, у нас показано, что здесь были либо же, ну, такие официальные отношения. Но сюда, поскольку это общий расклад, в принципе, можно отнести любые такие серьезные отношения, которые были длительный период. Либо гражданский брак. Может быть, вы встречались, но это был год, два. Хотя, конечно, я не очень понимаю, как можно встречаться годами, да? Ну, сегодня не об этом. Но это женщина, которая когда-то будоражила вашу кровь, и опять же она может будоражить некоторых из вас и сейчас. Она очень сексуальная, она может довольно неплохо выглядеть, моложе своего возраста. Женщина активная, женщина, которая любит кекс, женщина, которая
ну, такая, она непоседа, у нее очень много энергии, поэтому она постоянно куда-то мчит, бежит. Она может делать 10 дел одновременно, она очень деятельная. Но в последнее время вот вашего такого сосуществования, назовем это так, она превратилась, ну, в такую достаточно эмоционально холодную женщину. Она могла отстраниться. Ну, я называю обычно таких женщин снежной королевой. Она могла стать холодной, она могла перестать проявлять ту заботу, ту нежность, ласку, которую проявляла. Она могла отказывать в интиме вам, да, вот типа там голова болит и все такое, все вот эти сказочки про белого бычка. Женщина, которая пытается всю жизнь доказать и окружающими себе, что вот я такая звезда-королева. Но на самом деле она внутренне очень неуверенная в себе. Здесь много внутренних страхов, комплексов, да. Она вот как будто каждый шаг свой продумывает по жизни. Она везде ищет выгоду. Где бы, с кого бы повыгоднее поиметь. Она, между прочим, за вас, я не исключаю, да, у кого-то проиграется, что она даже по выгоде вышла замуж. Возможно, у вас деньги были, возможно, там машины, квартиры, там какое-то имущество, да? Поэтому здесь такой холодный расчет. И последнее время вот она могла вообще как-то поменяться кардинально, стать более жесткой, более скандальной, конфликтной. Вот какая-то она логичная слишком. Если раньше она была еще, ну так, более-менее, она продумывала, но сейчас как будто она еще больше корыстная стала. Она еще, ну не сейчас, а вот тогда, когда вы уже ну, практически заканчивали отношения, последнюю фазу, скажем так, она еще больше какая-то хладнокровная стала. Вы могли даже и говорить, что ты стала какая-то не такая, что-то в тебе изменилось. Она могла говорить, да нет, я такая же, да, все хорошо. Но на самом деле нет. Она пытается вот всю жизнь, знаете, на людях быть очень в выгодном положении. Она могла держать марку, она умеет общаться с людьми, она достаточно эрудированная, начитанная. Она, в общем-то, любую светскую беседу поддержит. С ней не стыдно выйти в общество. Вам даже, может быть, друзья завидовали, потому что, ну, в свое время говорили, какую женщину ты отхватил, да, начиная от внешности, заканчивая интеллектом. Ну, то есть с ней ни в компании не стыдно появиться нигде. Был бурный страстный кекс в свое время с ней, да, как я уже сказала. Но даже он мог со временем как-то либо же сойти на нет, либо же это действительно вот был как супружеский долг. Это уже была как ну, такая обязаловка. Но это коротко, если, я думаю, вы узнали, да, напишите, ребят, у кого это резонирует. Давайте-ка разберемся, какая же мысль о вас не дает ей покоя. Ох, деньги, деньги, ну ничего кроме денег. Знаете, она очень сильно жалеет, что она вот потеряла вот именно не то чтобы вас. За вами она, в принципе, тоже скучает, ностальгирует. Вот верите вы в это или нет? Но здесь есть немножко так момент скучания, но больше она скучает по тем подаркам, может быть, если вы их много дарили, по тому комфорту, по той жизни. Она скучает за вашей щедростью, вот если так вот коротко, да? Она может проявляться время от времени, потому что у некоторых из ваших дам, да, поскольку это общий расклад, я постоянно делаю акцент, что ну, не может у всех одинаково быть. Но у кого она проявляется, то с какой целью она проявляется? Она, в общем-то, хочет вернуть семью, да? Но она не уверена, что все наладится. Она понимает, какая она, поменялось ее внутреннее состояние, все поменялось. Она понимает, что ну, ничего забыть нельзя. Та боль, которая была между вами, она не забыта, ничто не забыто. Понимаете? Поэтому, смотрите, она не может отпустить ту мысль, что ну как же, вы остались тем комфортом, который когда-то вы давали ей. Может быть, в той же квартире, в которой когда-то она жила, либо там при тех условиях, да, допустим, вот вы старались там дать ей, ну, сумасшедший комфорт, вот, ну, в меру своих возможностей, понятное дело. А сейчас она живет более скромно, да, потому что, ну, некому ей давать такой комфорт. Эта мысль ей не дает покоя. Плюс, сейчас я еще вот уточню один момент. Знаете, вот, ну, здесь скорее проиграется, у кого была измена, да.
Здесь женщина пыталась выйти на коне из этой ситуации, да, то есть она могла оправдываться, она могла доказывать, что нет, вообще никакой измены не было, я вообще белая пушистая, ты что, тебе приснилось? Но на самом деле вот ее измена, она у нее была осознанная. То есть человек не под шофе был, да, человек был, ну, в здравом уме, да, и в твердой памяти, как говорится. И она, знаете, она сама себя ругает. Вот эта мысль ей не дает покоя, что она сама загубила свою жизнь. И вот это очень сильная такая связка, да? Она понимает, что она сама себя лишила вас, лишила комфорта и лишила тех денег, может быть, подарков, опять же, у кого как было. Ей очень тяжело. Вот она под этим грузом мыслей, под таким, ну, самобичевание, что ли, как это назвать можно, вот она очень даже переживает, страдает, может быть, у кого-то даже плачет в подушку, а потом утром одевает снова масочку, да, я такая вся звезда королевишна, я счастливая, и у меня все прекрасно, и идет покорять мир. Если вы кто-то общаетесь с ней, она может, ну, никоим образом вам не показать, что она такая вся страдалица, что она скучает, что она хотела бы вернуть вас, да? Она подсознательно это делает. Если она проявляется к вам, то знайте, она хотела бы, да, вы вернуться, но, как я уже сказала, она понимает, что уже как раньше, как было когда-то хорошо, этого не будет. Какая еще мысль не дает ей покоя? Плюс, смотрите, ей ужасно не дает покоя мысль, что у вас может появиться другая женщина. И те из вас, у которых уже появилась женщина, и ваша бывшая об этом узнала, она ужасно бесится, она сходит с ума, потому что ее личная жизнь сейчас на паузе. У нее идет очень сильная трансформация. Она сейчас вынуждена как экономить в финансовом плане, точно так же она сейчас не знает, что делать даже с личной жизнью, потому что понимает, с вами уже все, назад дороги нет, как бы она ни хотела. И с другой стороны, она не видит перспективных мужчин, которые любили, кружили бы. Ну, даже с вами они никто не сравнится, да, она это прекрасно понимает, ну, хотя бы хоть более-менее, да. Те жезлы там, если она по каким-то прыгала, это даже не в счет. И я сейчас вижу, что у некоторых из ваших бывших, да, вот тут у женщины может быть даже какой-то уже период, что у нее даже этих жезликов нету. Ну, то есть у нее вообще пауза в личной жизни. Она вообще сейчас, ну, в такой, в опаньке, понимаете, чтобы не говорить более грубо. И очень хочется тепла. Знаете, вот она королева, которой хочется очень любви и комфорта. Но она не понимает, что недостаточно быть королевой. Она хочет чувствовать себя такой, она показывает себя такой королевишной, да, кружите меня, кружите, но там до королевы она не сильно дотягивает, там очень много недостатков, но мы сейчас не об этом. Но, к сожалению, она, ну, слабо понимает, что нужно в первую очередь менять себя, да, чтобы как-то люди к тебе потянулись. Может быть, где-то быть попроще, да, может быть, где-то нужно корону банально снять. И вот тогда и мужчины это почувствуют и притянутся. И очень хочется любви. И знаете, вот ей мысль не дает покоя, что почему, вот да, вот жезлы даже были после вас, а любви не было. И она это понимает. И вот эта мысль ее очень сильно огорчает. Вроде бы и собой не дурна, да? Вроде бы и мужчины попадались разные, а вот почему-то любви нет. И она не хочет признаваться себе, что, в общем-то, ну, действительно, она сама загубила свою личную жизнь в первую очередь. Но там уже подтягиваются и финансы, потому что, ну, в какой-то степени, да, вы, возможно, тянули ее в большей степени финансово. А сейчас она должна сама тянуться, экономить где-то. Она уже не сможет походить, допустим, там, если она в какие-то салоны при вас ходила, она уже вынуждена экономить. Она уже вынуждена взвешивать, пойти покушать купить, либо же маникюр сделать, либо в салон сходить, понимаете? Ну, то есть здесь человек, которого, в общем-то, можно пожалеть. Она разрушила свою жизнь, и, в общем-то, свой бумеранг она еще получит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!